Но самое главное, что можем ли мы так обобщать, например, и рассматривать так обобщенно, потому что мы же как раз в той точке сейчас, где происходит выбор. Я вчера был на одной тусовке, и там была уже второй раз на моей памяти дискуссия: завершать войну, продолжать войну. И вот одна сторона, которая за то, чтобы продолжать войну, использует приблизительно такие аргументы. Мы должны продолжать войну, по крайней мере, в 2025 году, потому что у нас есть ресурсы для 2025 года. Его спрашивают, ну а дальше? А дальше в 2026 у России начнутся проблемы, и мы получим преимущество. Ему говорят, ну, во-первых, с чего вы взяли, что у нас хватит ресурсов на 2025 год? Вторая сторона говорит, смотрите, какая ситуация. У нас СЗЧ, количество СЗЧ постоянно растет. В принципе, мы даже объективных данных не имеем, потому что структуры, которые фиксируют СЗЧ, уже не справляются. То есть СЗЧ гораздо больше, чем мы их фиксируем. Потому что в каждой фиксации это не один солдат, а там их несколько. Плюс еще не все фиксируют. То есть ситуация сегодня такая. Все, что мы берем на мобилизацию, приблизительно, ну, говорят, что еще СЗЧ меньше, но вот буквально 2-3 месяца, и фактически мы будем иметь одно и то же количество. То есть сколько приходит в армию, сколько и уходит по СЗЧ. То есть фактически армия оказывается неприращиваемой, невозобновляемой. То есть это произойдет где-то через 2-3 месяца. Скорее всего, об этом говорил Буданов. Но он же потом отказался от своих слов. Ты помнишь, да, этот скандал? Да. Отказался от своих слов, поэтому мы даже не знаем, говорил он, не говорил. Но, в общем, такие разговоры внутри квази-элиты, а именно парламентариев, идут. Мы про это знаем. Кроме того, никуда не делся откат, ну или эмиграция, или эвакуация, я уже не знаю, как это называть. Короче, бегство из Украины. Итак, СЗЧ плюс бегство из Украины. Фактически то, что говорил Трамп, что в перспективе к середине этого года, даже если нам будут продолжать поставлять оружие, у нас просто будет проблема с теми, кто воюет. Фактически проблема. Второй момент, который был интересен в этой дискуссии. Ну, в сторону, которая представляла, что нам дальше воевать, говорят, скажите, а какая цель? Ну вот, не мы воюем, пока есть оружие, а цель. То есть, какова цель того, что мы воюем? Вот у нас есть цель. Ну да, типа там остановить, постойте. А вы, ну как бы, а вы видите какие-то предпосылки к тому, чтобы остановить врага? Ну как бы, вот мы говорим зафиксировать точку размежевания. А мы можем ее зафиксировать? То есть, мы можем остановить врага? Есть какие-то, ну, может, неизвестные стратегии нам, которые, ну, может, вы о них слышали, мы просто не знаем, может, это большой военный секрет. Но, как бы, по расчетам, оказывается, новых стратегий нет, остановить мы не можем. И если идти по пути продолжения, то понятно, что это крах, военный крах. Но если ты это говоришь, то оказывается, что, вот, я даже не знаю, это уже, ну, как бы, не патриотичный нарратив, или это еще анализ? То есть я же в последнее время уже даже не знаю, когда я уже начинаю быть изменником Родины. В какой момент? Когда говорю, что мы не выигрываем, ну, многие фронтовики об этом говорят. Ну, положим, они имеют право, я не имею, допустим, не могу это обсуждать. Но, собственно, дела тыла я могу обсуждать, или это не могу? То есть, как бы в контексте этих решений сегодняшней Нацрады, я же даже не знаю, что является нарративом Арестовича. То есть, когда я начинаю говорить нарративом Арестовича? Для меня как бы такое определение странное, потому что нигде Подожди, тут нужно объяснить же контекст, потому что люди просто не знают. Да. Сегодня Нацрада забрала лицензию канала Фельдмана. Не дала. Не продлила, или как она там называется, который там центр, как бы кабельный канал небольшой у него был, вот, с формулировкой, странная формулировка за нарративы Арестовича. Да. Поэтому я бы хотел четкого определения, я не знаю, к кому обратиться, ну, к президенту, может быть, как, собственно, гаранту
вроде как свободы слова и всяких других конституционных свобод. Что такое нарратив Арестовича? Где я могу про это прочитать, чтобы, не дай бог, не вляпаться в нарратив Арестовича? Ну, я на полном серьезе говорю, потому что я говорю, анализирую, и вдруг в какой-то момент я уже начинаю нести нарратив Арестовича. Мне не хотелось бы, да, как бы попасть под нацраду. Ну, это ж тебя закроют. Ну, зачем это надо? Там у меня ж нет лицензии. Я понимаю, но у тебя лицензии нет. Но они уже готовят, против тебя санкции можно внести. внести. Они уже готовят и YouTube, как бы это. Не, против тебя санкции можно внести. Нет, я знаю людей, санкции против любого можно ввести на самом деле. Да, вот и хотелось бы понять. Да, так вот, почему это произошло? Почему это произошло? То есть, почему мы оказались в ситуации невозможности заключить даже сделку? Почему невозможно даже сделку? Нигде нет ни одного места, где бы шел разговор по большому счету. Не по поводу Украины, а по большому счету о таких делах, как Европа, ее будущее, мир, его будущее. Наше место в мире, если мы проиграем. Наше место в мире, если мы все-таки оказываемся в ситуации замораживания конфликта. То есть ни в каком месте этого вопроса, так вопрос не ставится, и этого разговора не идет. И оказывается, что многие такие разговоры вынесены за пределы публичности. То есть мы не можем публично обсуждать сегодня то, что с нами происходит. Потому что непонятно, в какой момент ты начинаешь говорить кремлевские нарративы. То есть мы загнали себя в запрет рефлексии, анализа, стратегического анализа, анализа перспективы, смыслового анализа. Мы загнали себя вот в это.